Продолжаем курс изучения болгарского языка и напоминаем, что теорию видеокурса вы сможете закрепить на практике с помощью упражнений, значительная часть которых находится на нашем сайте в открытом доступе. Желающие пройти более интенсивное обучение смогут приобрести полный курс упражнений, а также дополнить его занятиями по скайпу с нашими опытными преподавателями, носителями языка. Винительные местоимения с глаголами будущего времени. Утвердительные предложения. Полная форма винительного местоимения традиционно идет в конце. Мария штепита мен, теп и так далее. А краткая форма в обоих случаях встает между частицей ште и глаголом. Мария штемепита, штемепита. Учителите ще помнят теб и приятеля ти. Учителите ще помнят вас. Учителите ще ви помнят. Учителя будут помнить тебя и твоего друга. Учителя будут вас помнить. Вопрос. Местоимение полной формы снова стоит в конце. Мария штепита ли мен? Краткая форма встает между частицей ште и глаголом. Мария штемепита ли? Штемепита ли? Петър ще помни ли приятелите си? Петър ще помни ли тях? Петър ще ги помни ли? Петр будет ли помнить своих приятелей? Петр будет ли их помнить? Отрицание. Полная форма традиционно в конце предложения. Мария няма да пита мен. Краткая форма между няма да и глаголом. Мария няма да ме пита, няма да ме пита. Детето няма да помни учителя си. Детето няма да помни него. Детето няма да го помни. Этот ребенок не будет помнить своего учителя. Этот ребенок не будет его помнить. При использовании глаголов в прошедшем совершенном времени порядок построения предложений будет точно таким же, как и для настоящего времени. Для утвердительного предложения полная форма местоимения будет находиться после сказуемого «Мария намери мен», а краткая форма будет перед глаголом, если есть подлежащее «Мария ме намери», либо после глагола, если глагол стоит на первом месте «намери ме». Съседите поканяха теб и Иван. Съседите поканяха вас. Съседите ви поканяха. Соседи пригласили тебя и Ивана. Соседи пригласили вас. В вопросительном предложении местоимение будет в конце в обоих случаях. Мария намерили мен, Мария намерили ме, намерили ме. Ева и Габи поканяха ли теб и мен? Ева и Габи поканяха ли нас? Ева и Габи поканяха ли ни? Ева и Габи пригласили ли тебя и меня? Ева и Габи пригласили ли нас? При отрицании полное местоимение будет находиться после глагола Мария не намери мен, а краткие местоимения будут находиться между частицей «не» и глаголом. Мария не ме намери, не ме намери. Съседите ни поканяха теб и Иван. Съседите ни поканяха вас. Съседите ни ви поканяха. Соседи не пригласили тебя и Ивана. Соседи не пригласили вас. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangerschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!